Приветствую вас на канале Bizarre World, особенно жителей России и Великобритании. Сегодня я решил сделать выпуск Versus между этими двумя мощными странами и проверить, кто же круче, сильнее, хитрее из стран. И кто успеет быстрее всего захватить европейский континент и одолеть своего соперника в компьютерной симуляции Age of History 2. Кстати, кто не знал, я играю на стримах в эту интересную глобальную стратегию. Заскакивайте на канал Bizarre Joy. Чтобы эксперимент был справедливым, обе страны получат лишь по одной области, столице. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вы, кстати, можете уже заранее сейчас поставить на победителя виртуально. Кто же победит в этой эпичной схватке? Россия с Владимиром Путиным или же Великобритания с Борисом Джонсоном? Сейчас все узнаете. Итак, как вы видите на карте Европы, я расположил, собственно, столицы, ну и сами, собственно, государства в их столице. Собственно, у нас Великобритания идет с Борисом Джонсоном в Лондоне, одна провинция, и Россия с Владимиром Путиным, собственно, в Москве. Примерно одинаковые силы: 217 тысяч населения, 108 экономика в России, и 225 тысяч населения и 114 экономика Британии. Ну что, друзья, у нас на дворе 2021 год, 28 ноября. Вы готовы к эпической битве? Ну тогда начинаем. Итак, как вы видите, Великобритания, собственно, довольно-таки быстро пошла вперед. Смотрите-ка, британцы уже полуостров захватили, свой островок. И полезли в Европу. Россия как-то начала с опозданием, немножко медленно. Но более-менее сейчас раскачивается, ускоряется. Нам главное не пропустить момент, когда война начнется. Опа-па. Крупнейшим странам всегда не хватает территорий, поэтому и Великобритания с Россией начали войну. 13 апреля. Ох, несчастливая же эта дата. Пока что в счет в пользу агрессоров. Россия напала на Великобританию. Давайте посмотрим, что же будет. Как будет продолжаться эта война. Итак, Россия полезла в европейские территории Британии довольно-таки быстро. Перехватила инициативу и порядка 20% перевес в пользу России. Туда-сюда пока идет перетягивание канатов. Россия пытается пролезть вглубь, собственно, территории Великобритании. Туда, поближе к Альпам, поближе, так сказать, к Швейцарии. Так, территории Германии были захвачены. Вы посмотрите, насколько рьяно Россия просто атакует. Италия начала захватывать Италию. Неужто это будет самый быстрый Versus выпуск в истории? Нет. 50% уже территории Британии Россия захватила. Вспыхивают повстанческие различные какие-то движения. Давайте мы приблизим, чтобы было лучше видно. Так, 52% преимущества России. Она продолжает доминировать. Уже 70%. 70%. Уже высадились, смотрите, десантные войска высаживаются на великобританской, так сказать, земле. Так, все Европу практически захватила Россия. Нет, Великобритания не сдается, она высадила армию. Высадил прям в тыл, буквально. Ну не знаю, это прям высадка какая-то в Нормандии, ё-моё. Смотрите, Британия перехватывает инициативу. Опа-па. Так. Испанию, Португалию там захватила, но Россия давит. Нет. Британия сопротивляется. Посмотрите, она не хочет сдаваться.
а на центральную часть Европы пытается доминировать. Пытается. Нет, Россия вытесняет ее, вытесняет туда на север. Все, вроде бы и отбили. Отбили атаку британцев. Все, у нас перемирие, друзья. Помирились, собственно, между собой страны. Давайте посмотрим расклад. Итак, друзья, смотрим, как же обстоят дела. Прошло, как мы видим, собственно, 4 года, да? Так, в России 547 провинций, 9 миллионов населения, 2 миллиона экономика. В Британии 276 провинций, 1 200 000 экономика. Как вы видите, Британия в этой схватке пока что проигрывает. Боря, так сказать, проиграл пока что. Ну, у нас перемирие, посмотрим, что будет дальше. Давайте продолжим. Ну и, собственно, как что-то произойдет, если, то вернемся. И посмотрим, я вам прокомментирую, что как. Итак, друзья, у нас, собственно, было перемирие несколько лет. И, как мы видим, Россия готовится к войне. Да, Россия готовится. Через 2 хода будет война с Великобританией. Тяжело, да. Да, эта вторая война дается как-то очень тяжко России. Не знаю почему. И, казалось бы, ну, захвачено, да, 2/3 территории, ну, добивайте и все, и победа. Нет. Нет. У нас, похоже, перемирие наступило, да. У нас объявлено перемирие между Россией и Британией. Ну, посмотрим, что будет. Давайте немножко отдалю. Возня закончилась, и тут снова Британия нападает. Теперь уже Британия. То Россия нападала, теперь Британия. Перемирие снова? Я не понял. Да, у нас войн нет текущих, как вы видите. После этих нескольких войн, как вы видите, Борис Джонсон, 229 провинций, 894 тысячи экономика. У России 9 миллионов, 603 провинции и почти 2,5 миллиона экономика. Ну, как вы понимаете, превосходство на стороне России. Кстати, Россия может сформировать Советский Союз, империю. Посмотрим. Иногда здесь, так сказать, искусственный интеллект начинает формировать странные государства. Посмотрим, чем же это закончится все, да? Давайте смотреть дальше. 8 марта. Прошло с начала войн 10 лет. 10 лет идут войны. Погнали. Итак. О-папа, ну смотрите, я просто пророк. Я настоящий пророк. Las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y encontré una paella. Ну как же это можно было знать? Заранее я этого не знал, я комментирую в реальном времени. Россия превратилась в Советский Союз. СССР. Теперь нам, конечно, ничего не понятно, но очень интересно.
И, собственно, я тут перекрасил немного цвета, чтобы было понятно, где какое государство. Как вы видите, все эти образования, которые здесь были, государство одно поглотили. Россия превосходит. Владимир Путин коммунизм создал, Советский Союз. Забавно. Борис Джонсона все монархия. Королевы там, ну и все такое, да. Да, Владимир Путин коммунизм создал. Давайте посмотрим, СССР теперь уже победит ли, добьет этих злобных англосаксов, да, которых не любят. Так, 20% преимущества пока что уже России Советского-Союза. И, друзья, у нас перемирие, да, у нас нету войн, как вы видите, войн нет. И Советский Союз уже просто с Владимиром Путиным, коммунистически мощный Советский Союз, 794 провинции, коммунизм, 2,8 миллиона экономика и маленькая Британия с миллионом населения, 240 тысяч экономика. Вы только поглядите на этого Борю. Как же он шокирован происходящим, он не знает, что делать. О, божечки мои! Great America, Great Британия, теперь уже не Great. Да, к сожалению, так. Ну что поделать. Остался последний рывок. Давайте посмотрим, чем это дело кончится. Я так предполагаю, что финиш не за горами. Финиш, друзья, не за горами. Погнали. И сейчас еще будет какое-нибудь перемирие. И все прочее. Ну, высаживается и проигрывает. Высаживается, проигрывает. Потому что армия маленькая. Надо огромную армию. Алло. Они сидят, вот у них там 2000 и сидят. Советский Союз вот что-то копит армию и не высаживается что-то. Так. И проигрывает, видите, высаживается и проигрывает. 33 тысячи. О, папа. Все, друзья, все. Ирландию захватили. Остались вообще какие-то маленькие островочки. Я надеюсь, сейчас это все наконец-то завершится. 38 лет. Исландию захватили. Ну, 84%. Ну, 87%. 2060 год. Неужто это будет победный? 91. 90% захвачено. Ну, 60-й год победоносный получается. 61-й пошел уже. Перемирие? Вы серьезно? Владимир Владимирович, вы что делаете? Какое перемирие? У него 4 провки осталось. Ай. Ладно, мы тогда за Бориса будем играть. Давайте мы тогда за Бориса Джонсона будем. Посмотрим, чем это кончится. Погнали. Да, смотрим. Ну, у него там, смотрите, экономики ничего нету. Ну, 4 провинции вот эти остались. 4 провинции. 4 провки. Ну чё? Ну захватывайте уже Советский Союз. Ну что ж вы, ей-богу, ну. И тут еще провинция, и тут, и тут, и тут. Здесь что-то появилось, какое-то государство маленькое. Так. Ну чё, ну-ка давайте. Так, друзья, началась война и захвачен, еще захвачен. Осталось 2. Дуглас и Сант-Хеллер. Остался Сант-Хеллер, британский. И все, друзья, все. Ноябрь 2062 год.
Ноябрь 2062 год. После 40 лет, 11 месяцев и 5 дней. Советский Союз все-таки одержал победу. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Вот такая получилась битва. Владимир Владимирович, так сказать, Путин захватил Европу. За 40 лет захватил. Если вам понравился батл, ставим лайк, подписывайтесь на канал Bizarre World. Пишите ваше мнение, как вы думаете, понравилось ли вам такое сражение. И добавлю, что это всего лишь симуляция и выдуманная альтернативная вселенная. Ничего общего с реальностью это не имеет. Просто развлекаемся. Всем спасибо. На этом у меня все. Пока-пока.